Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков, и вы на моем канале, где мы разбираем самые громкие и сложные дела с точки зрения закона. Сегодня я расскажу вам о последнем заседании по делу об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. Это дело вызывает огромный общественный резонанс, и я хочу поделиться с вами ключевыми моментами, которые произошли в суде, а также дать свою юридическую оценку. Мы погрузимся в детали, и я объясню, почему это заседание оставило больше вопросов, чем ответов. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые разборы. Итак, на сегодняшнем заседании 3 сентября 2025 года ключевым событием стал допрос Софии Семчишин, дочери Ирины Фарион, которая выступает потерпевшей стороной в деле. София добровольно согласилась дать показания, была приведена к присяге и предупреждена об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Это важный момент, так как в украинском уголовно-процессуальном законодательстве ложные показания могут повлечь ответственность по статье 384 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 2 лет лишения свободы. София заявила о моральном вреде, который, по ее мнению, был нанесен ей и ее детям действиями Вячеслава Зинченко. Но вот здесь возникает первый юридический вопрос. В чем именно заключается этот моральный вред? Согласно статье 23 Гражданского кодекса Украины, моральный вред подразумевает страдания, вызванное нарушением личных неимущественных прав, утратой близкого человека или иными обстоятельствами. Однако в данном случае София не представила конкретных доказательств, какие именно действия Зинченко повлияли на ее психологическое состояние или жизнь ее детей. Более того, сам факт убийства Ирины Фарион, который лежит в основе иска о моральном вреде, еще не доказан судом. В уголовном процессе, согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вина обвиняемого должна быть установлена приговором суда, вступившим в законную силу. На данный момент Зинченко лишь подозреваемый, и презумпция невиновности, закрепленная в статье 62 Конституции Украины, полностью распространяется на него. Утверждать о причинении морального вреда до вынесения приговора – это юридически преждевременно и может быть расценено как попытка оказать давление на суд. В ходе допроса Софии Семчишин Зинченко удалось выявить несколько противоречий в позиции Софии. Один из ключевых моментов – ее предыдущие публичные заявления, в которых она угрожала Зинченко. Напомню, что ранее София говорила, что добьется для него пожизненного заключения и сожжет его, употребив местоимение «мы». Это вызвало вопросы. Кто подразумевался под «мы» и насколько серьезны были эти угрозы? В суде София попыталась объяснить свои слова как эмоциональную фигуру речи, вызванную горем, и заявила, что не имела намерений буквально осуществлять
акт насилия. С юридической точки зрения такие публичные заявления могут быть квалифицированы как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Статья 129 Уголовного кодекса Украины. Даже если София утверждает, что это была шутка, такие слова требуют тщательной проверки, так как они могли повлиять на ход дела, создав предвзятое отношение к Зинченко. Адвокаты защиты пытались уточнить, кто именно подразумевался под «мы», и были ли у Софии реальные намерения, но она уклонилась от прямого ответа. Это оставляет открытым вопрос о ее мотивах и возможной заинтересованности в исходе дела. Теперь перейдем к одному из самых интригующих аспектов дела, который, к сожалению, не был затронут на допросе. Речь идет о возможном конфликте интересов у Софии Семчишин. Как известно, София работает в структурах, связанных с Андреем Садовым, мэром Львова. При этом Ирина Фарион при жизни активно выступала против Садового, обвиняя его и его окружение в коррупции, а также планировала разоблачить руководство Львовской политехники. По открытым источникам Фарион собирала компромат на Садового и его окружение, намереваясь использовать его в публичной деятельности. После смерти Ирины Фарион эти материалы, компромат, предположительно могли перейти к мужу Софии Василию Особе. После его смерти эти материалы, вероятно, оказались у Софии. И это крайне важный момент, который не был поднят ни стороной обвинения, ни стороной защиты. Почему это важно? Если София получила доступ к компромату, возникает вопрос, не передавала ли она эти материалы Садовому и его окружению. Такой шаг мог бы быть связан с ее профессиональной деятельностью и лояльностью к работодателю, что создает конфликт интересов. С точки зрения уголовного процесса эти обстоятельства требуют проверки. Согласно статье 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд обязан исследовать все обстоятельства, которые могут повлиять на объективность рассмотрения дела. Я настоятельно рекомендую стороне защиты на следующем заседании, которое состоится 18 сентября, инициировать повторный допрос Софии Семчишин. Цель – задать следующие вопросы. Первый. Известно ли Софии о компромате, который собирала ее мать? Второй. Если да, то где эти материалы находятся сейчас? И третий. Передавались ли они кому-либо, включая Андрея Садового или его окружение? Эти вопросы могут пролить свет на мотивы и обстоятельства дела, а также выявить возможные скрытые интересы, которые пока остаются за кадром. Теперь давайте разберем, как вели себя участники процесса. Вопросы Софии задавали прокурор Петлеваный, прокурор Данылев, а также адвокат Софии
Романы. Прокуроры и адвокат потерпевшей стороны задавали вопросы, которые можно охарактеризовать как лояльные. Они не стремились выявить возможную причастность Софии к делу, будь то умышленную или невольную. Например, Петлеваный пытался уточнить тайминг встреч Софии с матерью. Выяснилось, что последняя встреча вживую произошла в воскресенье, тогда как убийство было совершено в пятницу. Также прокуроры задавали вопросы о возможной передаче Софией информации о распорядке дня Ирины Фарион, которая могла бы помочь в организации слежки. Однако эти вопросы не были настойчивыми, и София не дала на них конкретных ответов. Это вызывает сомнения в эффективности работы стороны обвинения. Согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса Украины, прокурор обязан собирать доказательства как обвинения, так и защиты. В данном случае кажется, что прокуроры не приложили достаточно усилий для проверки всех обстоятельств. Сторона защиты, напротив, проявила большую активность. Адвокат Сулейма подготовил список вопросов и задавал их достаточно конкретно, хотя не всегда удавалось добиться четких ответов. Например, он уточнил, что София регулярно, примерно раз в неделю, встречалась с матерью. Адвокат Вороняк, к сожалению, играл второстепенную роль. Сам Зинченко также активно участвовал в допросе, задав множество вопросов, которые он заранее записал. Хотя вопросы не всегда были юридически точными. Они демонстрируют его заинтересованность в установлении истины. Один из ключевых вопросов, который поднял Зинченко, касался мотива убийства. София утверждает, что ее мать убили из-за ее деятельности по продвижению украинского языка, мовы. Однако Зинченко возразил, что он сам свободно использует украинский язык, не просил переводчика в суде, хотя имеет на это право, и не имеет ничего против мовы. София же в ответ назвала его речь суржиком, что прозвучало несерьезно и неубедительно. Здесь мы видим явное противоречие. Следствие предполагает, что мотив убийства связан с национальной неприязнью, тогда как София настаивает на языковом мотиве. Однако она не смогла обосновать, почему Зинченко, который, по его словам, не выступает против украинского языка, мог бы совершить убийство по этому мотиву. Это подрывает логическую основу ее гражданского иска о моральном вреде. Кроме того, София заявила, что ничего не знала о конкретных угрозах в адрес своей матери. По ее словам, Ирина Фарион старалась оградить дочь от своей общественной деятельности. Это утверждение вызывает вопросы. Действительно ли София была настолько не вовлечена в жизнь своей матери? Если да, то почему она сейчас пытается позиционировать себя как активную участницу этого дела? Итак, что мы имеем в итоге? Допрос Софии Семчишин выявил больше вопросов, чем ответов. Гражданский иск о моральном вреде пока
не имеет достаточной доказательной базы, так как факт убийства не установлен, а вина Зинченко не доказана. Угрозы Софии в адрес Зинченко, которые она назвала шуткой, требуют дополнительной проверки. И самое главное, вопрос о компромате, собранном Ириной Фарион, остается открытым и может стать ключом к пониманию истинных мотивов этого дела. Я рекомендую стороне защиты: первое. Инициировать повторный допрос Софии Семчишин на следующем заседании 18 сентября. Второе. Задать вопросы о компромате, его судьбе и возможной передаче третьим лицам. Третье. Тщательно проверить возможный конфликт интересов Софии, связанный с ее работой у Садового. Друзья, это дело продолжает оставаться сложным и запутанным, но борьба за правду идет полным ходом. Я буду следить за развитием событий и держать вас в курсе. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом заседании и какие вопросы, на ваш взгляд, нужно задать на следующем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Вместе мы разберемся в этом деле. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!